Приветствую всех, кто пережил первую часть моего гайда. В этом видео вы узнаете про самый оптимальный способ распределения добычи во время рейда. Как вы уже могли заметить из первого видео, аддон поддерживает обе системы EPGP и DKP, а также вариацию EP без ГП с аукционом как в DKP. В зависимости от того, какую систему использует ваша гильдия, существует два способа настроить аддон для помощи с распределением лута. Первый вариант — это когда ваша гильдия использует стандартный EPGP. Все, что вам нужно, это зайти в настройки аддона, а затем проверить, что вот эта настройка выключена, которая нужна только для аукциона, а вот эти 4 включены. Что это нам дает? После убийства босса, если вы мастер Вуд, а также помощник в рейде, у вас появится вот такое окно, в котором вы сможете быстро начать розыгрыш предмета между участниками рейда. Так как система EPGB предполагает быстрый розыгрыш предмета по приоритету очков, предполагается, что вы будете это делать сразу же после убийства босса, прямо из открытого лута. Возможно, вы уже знакомы с этим аддоном, но для тех, кто не знает, расскажу. При включенной вот этой опции мы можем воспринимать роу игроков как желание забрать себе данный предмет. Аддон показывает, какой приоритет у каждого игрока, кто кинул роу, и у кого он выше, тот и забирает предмет. В этом же окне есть возможность отдать предмет, а после того, как он отдан, аддон EPGB предложит вам произвести начисление ГП. Однако, как вы можете заметить, аддон не распознает вот этого игрока, а происходит это потому, что он не в гильдии. Между прочим, красное число 0 вот здесь как раз это и обозначает. Благодаря настройкам, которые мы сделали в самом начале этого видео, мы можем сделать привязку этого игрока к мейну, что позволит аддону RaidRoll видеть его банк через эту привязку. Если ваша гильдия использует DKP или EPLOG систему, вам нужно настроить аддон немного иначе. А именно, включаем битрекер и выключаем все опции, связанные с EPGP. Они нам не нужны. В настройках RaidRoll выключаем EPGP режим. Нас больше интересуют настройки окна с утом. Так как аддон RaidRoll отслеживает слово roll в чате, я предлагаю изменить одну из фраз, чтобы она обозначала аукцион. Например, вот так. То есть, чтобы одна из фраз содержала слово roll. Таким образом, у нас будет возможность раздельно выставлять некоторые вещи на аукцион, а некоторые отдавать просто по roll. Как это выглядит? Нажимая первую кнопку в этом окне, мы отправим сообщение с текстом об аукционе. И наш модуль BitTracker подхватит это сообщение и начнется аукцион. Если же мы нажмем вторую кнопку, наш аддон проигнорирует это сообщение, так как оно содержит слово roll, и позволим аддону RaidRoll уже делать свое дело. Кстати говоря, вы можете начать розыгрыш предмета не только нажав кнопку в RaidRoll, но также сделав объявление рейду, либо же просто перетянув предмет из инвентаря в этот слот. В этом же меню вы можете сделать начисление за предмет. Обратите внимание, что если розыгрыш еще не завершен, вам нужно вручную выбрать победителя, либо завершить аукцион досрочно, тогда он выберется автоматически. Когда аукцион завершен, вы можете отдать предмет из инвентаря босса, либо через трейд. Аддон кинет его сам, если нужный игрок рядом. Тут же вы можете произвести начисление за предмет. Можете не переживать, для гильдии с ДКП списание очков работает точно так же. Ну вот, в принципе, весь гайд. Думаю, с основными настройками вы разберетесь и без меня. В следующем видео я расскажу про инструменты управления гильдией.